Да, друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про Америку. Я думаю, у каждого есть за что эту страну любить и ненавидеть, но сегодня будем говорить про любовь. Сегодня только любовь, сердечко. Сегодня только любовь. 10 причин, почему я люблю Америку. Я люблю Америку, потому что там очень дешево. Даже после того, как у нас обвалился рубль, в Америке реально жить можно. Жить, путешествовать гораздо дешевле, чем в России. Ну, к примеру, бензин в Штатах стоит так же, как у нас. Бензин стоит так же, как у нас. А как вы знаете, в России бензин довольно дешевый, один из самых дешевых в мире. А вот дальше начинается самое интересное, что очень дешевая одежда. И реально же самый крутой шопинг — это шопинг в Америке. Если вы ездите в Европу за одеждой, то в Америке будет еще процентов на 20-30 дешевле. Так что не стесняйтесь, какой-нибудь аутлет, welcome, там накупите себе шматья. В Америке можно, в Штатах можно без проблем найти хорошую гостиницу за 30-50 долларов. И уровень за те же деньги будет гораздо выше, чем в Европе, и тем более выше, чем в России. В Америке дешевле стоит аренда, дешевле стоят перелеты, в принципе, дешевле стоят многие продукты. В общем, вопреки стереотипам, по Америке можно очень недорого путешествовать, покупать там технику, покупать там одежду, еще что-то. Так что Америку мы любим за цены. Кстати, недаром из Америки в Россию везут там ту же самую технику, Apple и все остальное, потому что в Америке реально дешевле. Особенно если вы умеете покупать. Американская техника, я имею в виду не электронику, а технику, тяжелая техника, это грузовики, это пожарные машины, это такой кайф. Американские фуры невозможной красоты, вот эта вся техника, обилие хрома, американские машины классические, у меня просто такой визуальный оргазм каждый раз, когда я вижу вот эту американскую технику, это так круто. И американцы, они сами на это заморачиваются, вот эта вот культура вот этих дальнобойщиков, которые там тюнингуют свои фуры, натирают вот эти вот гигантские хромированные вот эти бамперы. Эти пожарные машины американские, все светятся лампочками, сияют на солнце. Это так красиво, просто ходишь с наслаждением. Ни в одной стране мира вы не увидите такой красивой техники, как в Штатах. Просто сплошной кайф, медок на ваши глазки и наслаждение ходить по улицам. Да, сразу вспоминаю самый красивый автомобиль в мире — Cadillac Eldorado 59 года. Машина не машина, а мечта. Машина, за которую можно все отдать. К сожалению, в России его будет невозможно обслуживать и некуда на нем ездить, но это просто машина моей мечты. Нет в мире краше автомобиля, чем Cadillac Eldorado 59 года. Возможность для путешествия. Возможность для путешествия. Третий пунктик, за что я обожаю Америку. В Америке невероятно удобно путешествовать. Ну, начнем с того, что американцы без проблем нормальным ребятам дают визу на 3 года. То есть не надо даже как с этим Шенгеном там каждые полгода что-то бегать, продлевать. 3 года без проблем, получи визу и катайся сколько хочешь. В Америке идеальная просто инфраструктура для любого уровня путешествий. Хочешь на автомобиле, хочешь на самолетах, хочешь там на такси. Во всех городах работают сервисы, которые сейчас невероятно развиты. Все эти Airbnb, Uber, другие сервисы, которые позволяют там путешествовать не очень дорого. В общем, везде хорошие дороги, везде есть там интернет, везде работает навигация. И действительно, путешествовать сплошное удовольствие. Что немаловажно, в Америке невероятное разнообразие по пейзажам. То есть у вас есть, даже просто если взять маленький штат, возьмите Калифорнию, даже не надо далеко уезжать, возьмите Калифорнию. В Калифорнии есть и горы, и там национальные парки, у тебя растут секвойи, дальше там Йосемити парк с какими-то невероятной красоты горами, лесами, дальше у тебя какие-то пустыни, леса, моря, океаны, в общем, все, что хочешь, и гейзеры, там Гранд Каньон, то есть вообще, невероятный кайф.
И часто все это очень сконцентрировано, да, например, как вот та же самая там Калифорния, Невада, вот эти вот соседние штаты. По разнообразию пейзажей в одной стране, наверное, только с Россией штаты могут поспорить, но проблема в России, что не до всех наших природных красот можно нормально добраться. В Штатах вы абсолютно до всего доберетесь, везде будут гостиницы, везде будет еда. Везде будет полный сервис, чтобы вы с комфортом путешествовали. Еще один плюс это то, что в Америке можно путешествовать, даже не зная язык. Например, по Китаю без языка вы далеко не уедете, потому что там никто не говорит по-английски. А Америка — это страна иммигрантов. Страна иммигрантов, и в это сложно поверить, но многие люди в Штатах, они живут, они не знают язык. Я помню, меня очень удивило, когда я вылетал из Майами, и сотрудник пограничного контроля обращался ко всем пассажирам по-испански, потому что там были одни латиносы, вылетали в тот день, и он сам был латинос, и они говорили только на испанском, вот, даже на английском не говорят. Поэтому в Америке люди вполне толерантно относятся, если вы не знаете язык, они не будут от вас отворачиваться, они будут стараться вам помочь. Моя небольшая урбанистическая вставка. Существует миф, что Америка — это автомобильная страна, и действительно многие годы Штаты развивались как страна исключительно для автомобиля. И в урбанистической дискуссии, когда начинал спорить, какие могут быть города, те всегда приводили пример Штаты. Ну, посмотрите, Штаты же делают страна для автомобилей. Не совсем так, потому что американцы поняли, за что я их безумно люблю. Они поняли, что нельзя сделать крупный город удобным для личного автомобиля, и у них, если еще 20, 30, 40 лет назад Америка выпиливала общественный транспорт, уничтожались трамвайные системы, то сегодня, наоборот, все развивается. Нью-Йорк хочет строить трамвай, в Бруклине должна быть построена первая трамвайная ветка. Детройт, который автомобили в свое время погубили, тем не менее начал строить трамвайные пути, запустил трамваи. Во многих городах, в Вашингтоне, во многих городах появляются трамвайные системы, и это очень круто, потому что Америка дает нам, по-моему, лучший вообще пример, как многие десятилетия страна пыталась быть удобной для личного автомобиля, но даже они поняли, что это не получится, поэтому лично моя близкая для меня тема, очень люблю их за это. В Америке вы не умрете от жажды. Вода из-под крана по всей Америке питьевая, вы можете ее спокойно пить, и в любом кафе, что вообще самый главный кайф Америки, да, это то, что ты приходишь в любое кафе, в любой ресторан, какой бы он там дорогой и пафосный не был, ты говоришь, мне обычную там тап-вотер, да, воду из-под крана. И тебе спокойно, там, даже в хорошем дорогом ресторане тебе приносят как кувшин воды из-под крана. И никто на тебя не будет смотреть, что ты там за жлобяра. Да? Хочешь пить бутилированную, закажи бутилированную, но ты можешь спокойно пить воду из-под крана. Никто тебя не осудит. Повсюду стоят фонтанчики с питьевой водой. То есть ты идешь по улице, всегда в крупных городах будут фонтанчики, во всех парках, на набережных, в каждом, любой аэропорт, там туалет, всегда рядом стоит фонтанчик питьевой, то есть можно сразу попить. Вода отличная, никто не травился, так что не бойтесь из-под крана, смело пейте воду, и это действительно очень удобно по сравнению с этой жлобской пуританской Европой, где тебя за возможность попить тебя дерут бешеные деньги, за бутылочку воды там просят какие-то там, не знаю, дороже, чем за вино уже. Херели совсем. Понты. Я назвал следующий пункт назвал понты. У американцев нет понтов. Нет понтов. Ну, конечно, если ты не какой-то рэп-исполнитель, и тебе нужно быть в образе. Американцы очень спокойно относятся к внешнему виду. Совершенно нормально, например, ходят в шортах. Да? То есть в европейской культуре ходить в шортах часто считается дурным тоном. Особенно если вы там идете по городу, особенно если вы на службе. В Америке, если жарко, то полицейские ходят в шортах, полицейские ездят на велосипедах в шортах, и шорты — это нормальная форма для американского полицейского, это комфортно. Вы можете в шортах прийти в ресторан, в футболке, на вас никто не будет косо смотреть. И вообще люди как-то очень толерантно относятся к шмоткам, к внешнему виду. Никто не фыркает, если вся ваша одежда стоит $10, вы ее купили там, в самом простом магазине, никто не будет на вас косо смотреть. Они доказывают свое превосходство какими-то другими вещами, так что люди очень комфортно себя там чувствуют. Ну и вообще общая толерантность, которая есть
к людям, которые нестандартно выглядят. Если у вас будет какая-то диковинная прическа, вы будете как-то ярко, необычно одеты, не знаю, там, покрасьте волосы в красный цвет, никто не будет на вас показывать пальцем, обращать внимание. Вы будете себя очень хорошо, спокойно чувствовать. И в этом тоже большой плюс Америки. Что мне очень нравится, возвращаясь к бытовым вопросам, мне очень нравятся американские аптеки. Американская аптека — это такой маленький супермаркет. В аптеке ты можешь купить все, начиная, естественно, от лекарств, потому что все-таки аптека, и заканчивая алкоголем, едой. То есть каждая аптека — это маленький супермаркет, и запомните простое правило: если вам нужно что-то срочно купить, продукты, воду, я не знаю, зонтик, вообще что угодно, ищите аптеку. В аптеке есть все, включая пиво. Курение и алкоголь. Мне очень нравится, как американцы относятся к борьбе с курением. В Америке довольно жесткое законодательство, огромные налоги на курение, и вы, наверное, по фильму знаете, как жестко они относятся к продаже алкоголя и табака несовершеннолетним. То есть во многих барах проверяют прямо документы, реально проверяют клубы. И вот как у нас там попасть в бар, если тебе нету 21, нельзя, да, потому что там прямо нельзя купить алкоголь. Во многих системах продажи алкоголя нужно вбивать номер удостоверения личности. И я пару раз сам видел, когда ты сидишь в баре, заходит такой дедушка уже с седой бородой, и его бармен просит удостоверение личности, чтобы вбить номер, хотя видно, что ему там больше 21 года, ему можно пить алкоголь, но тем не менее. Ну и высокие налоги на сигареты, они заставляют многих отказываться от табака. В некоторых штатах, например, в Нью-Йорке, по-моему, пачка сигарет стоит там $13-14, это очень много. И люди отказываются от табака, отказываются от курения. Вот. Хотелось бы что-то подобное видеть у нас. Карты в Штатах очень развиты пластиковые карты. Везде. Про нал можно забыть. Я последние годы уже езжу, не имея вообще ни копейки нала, и плачу везде. Вы с карты оплачиваете чаевые, карты принимают вообще в любом там самом глухом уголке. Иногда могут быть проблемы в каких-то мелких лавках, где всякие там, не знаю, восточные иммигранты пытаются сэкономить там несколько процентов на комиссии обслуживания карты, и там до $10, например, не продают тебе только за кэш. Вот. Но в принципе с картой ты не пропадешь, везде есть, там, на худой конец всегда есть банкомат, можно снять. Вот. Очень удобно. Вот. И последний пункт, который мне прямо очень нравится, это доброжелательность, особенно представителей власти. Я не знаю, да, американцы с удовольствием фотографируются, они всегда приветливые. Если ты видишь, там стоит полицейский, ты подходишь к полицейскому и говоришь: можно с вами сфотографироваться? 90% случаев, что он скажет: да, конечно. Если ты видишь, какой-то там идет отряд полицейских там, в каком-то обмундировании, ты просто спрашиваешь разрешение, они улыбаются, становятся, там, делают с тобой фото. И вы знаете, если в России подойти просто к полицейскому на улице и сказать: чувак, можно с тобой сфоткаться, тебя пошлют, скорее всего. Ну и в других европейских странах, кстати, тоже. Там полиция, еще кто-то не очень любит фоткаться. В Штатах все окей. И вообще в целом люди, они такие на позитиве. Если ты не успел ничего плохого сделать, если они не видят в себе своего там личного врага, то они изначально к тебе на позитиве, они изначально открыты, пока ты не испортишь себе впечатление. У нас в культуре немножко другая, у нас всегда настороженно относятся к чужому человеку, пока ты не докажешь, что ты нормальный чувак. У нас относятся настороженно, в Штатах наоборот, пока ты не докажешь, то есть презумпция невиновности, все люди хорошие, пока ты не сделаешь что-то плохое. Вот. И это такое очень комфортное общество как раз для незнакомого человека. На любой вечеринке к вам все будут изначально очень хорошо относиться, приветливо, и вы будете себя чувствовать такой, атмосфера, как будто этих людей знаешь, там 100 лет, они все твои хорошие друзья. Вот. Все открытые, и это здорово. Вот это было 10 моих пунктов, 10 причин, почему я люблю Америку. Я уверен, у вас сейчас в голове есть еще 10, 20, 30, 100 пунктов, за что Америку любите вы. Пишите в комментах, за что любите Америку вы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В следующем видео расскажу, за что я ненавижу Америку.